Цель сеанса — проработать и убрать программу жертвы в моем пространстве, обличить и убрать все, что мешает, блокирует проявление моей воли. Отказываясь от всех моих взаимодействий с антимиром, магией, колдовством, эзотерикой во всех пространствах, реальностях, мерностях и моих воплощениях. Вернуть все частицы моей души, весь мой творческий потенциал, всю мою живую, светлую, чистую энергию в соответствии с моим эталонным эфирным ДНК, со всех ситуаций и эгрегоров, когда я сама отдавала и позволяла у меня их забрать. Вернуть мою память, знания, способности и возможности, которые даны мне перед Творцом. Восстановить все связи с моим подсознанием и моим высшим Я. Также хочу проработать мои отношения с Отцом, убрать все негативные программы, установки, блоки, полученные от Него и через Него. Очень переменчивый характер. Никогда нельзя предугадать, от чего и в какой момент у него случится очередной гневный взрыв. Всегда старается продавить. Малейшее неповиновение вызывает взрыв негатива, криков, истерики. В детстве нас с братом были запрещены малейшие звуки во время того, как он читал газеты или смотрел новости. Ровно в 9 вечера мы должны были лечь спать. Когда мама шла на кухню, я обязана была бросить все и немедленно идти ей помогать. Однажды бабушка с дедушкой, родители отца, нашли у себя в доме мой дневник. При мне вручили его моим родителям, и чтобы я не мешала им всем его читать, кто-то из родителей выставил меня из комнаты. Регулярные подзатыльники от отца в подростковом возрасте по эзотерике. Целитель Валентин, от меня походы к нему запрещали любые воздействия на меня, от меня узнавать у него лучшую дату для своей свадьбы и вообще выходить замуж. Выбрал самую худшую дату, и я согласилась подключиться к этой страшной дате, как бы думала, что ему виднее. Так а что это за дата была? 11 сентября. За это я прошу прощения у себя, у моей души, у моего высшего Я за предательство. Как бы во время одного издыхания, как оказалось, именно вот это случилось именно в ближайшее 11 сентября. Я, конечно, рыдала. Все, что я дышала, я рыдала. И именно вот у меня шло это, что я предала себя, я позволила себе подключиться к этой дате, я просила, рыдала, я просила прощения у себя, у души, высшего Я. А когда, закончила дыхание, мне как бы пришло, что я должна забрать всю свою энергию, весь свой потенциал, частицы души из этого эгрегора и разрушить этот эгрегор и освободить все души, которые в нем заточены. Также отменяю проговаривать заговор, который мне дал этот же Валентин перед поездкой. Там что-то ангел впереди, ангел позади, и что-то там такое. И именно в эту поездку произошло это вот предательство моего отца, после которого мы с ним 2 года не разговаривали. По остальным, что была школа АДИР, отменяю прохождение 4 ступеней в этой школе, отменяю использование их техник, в том числе загадывать желание встретить своего мужчину и прописывать качество этого мужчины. Школа Кайлас, Дуйко, отменяю прохождение ступеней в этой школе, участие в клубе, ношение креста Ваджра, покупку и прослушивание шумов, практикование его медитации, мантры, других практик, размещение символов на теле и в своем пространстве. Особенно помню, он давал технику как бы защиты, это на груди у себя прорисовывать 2 треугольника, основание вверх и основание вниз. Получается, это звезда Давида как бы. И он тут же золотым светом, и оно как бы защита и все тому подобное. Это я отменяю. А также он давал символы благополучия и достатка. И вот один из самых основных, что я как бы очень часто там проговариваю вместе с мантрой, он похож так вот, как вдоль всего тела идет как бы накидка такая, буква М. То есть большая, потом над головой это вот, и как бы такая, как накид, что там он это видел прямо у самых состоятельных, богатых людей, вот именно этот символ в пространстве, это я его там практиковала, эту мантру, там ее это читала, в общем, я это все отменяю. Виктория, ты в эфирном пространстве? Да. Что ты видишь? Я увидела тот сон,
который мне снился, и Мгм. увидела тебя как будто с правой стороны, вот такой, как кошак, какая-то кошка огромная, черная, Мгм. буквально уцепилась за голову из сектора магии. А сон мне снился такой, что как будто бы я в Украине и с каким-то маленьким ребенком ехали в машине на заднем сидении, и какой-то человек остановил машину, ам, Мгм. вот, и он хотел как бы вот ружье или автомат на меня наставил и сказал, что сейчас расстреляет меня Мгм. с этим ребенком. И я вот так как бы отодвинула это все, и он вышел с машины. Вот. Ну, я проснулась, там постаралась это проработать. И Мгм. сейчас я вижу, прямо слышу вот это шут, то есть выстрел. М. М, То есть это мне кто-то мешал, ам, м, пытался помешать нашему сеансу с тобой. Мгм. Вот. Я Рассмотрим, это кто это. отправила. Ну, смотри, это нужно или тебя, или меня. Давай тебя сначала. Я Мгм. это уже отправила в портал "Мой сон". Я запретила, вторгаться в мое пространство. Мгм. М, Хорошо, тогда отсоединись от этого. да, И на счет 3 найти в эфирном пространстве мое эфирное тело. Ольга. 1, 2, 3. я вижу, ты идешь, и как будто у тебя в руке, что-то есть, как хлебом, например, подкармливают там животных. Ты вот так, периодически даешь. Вот, и с правой стороны идет такая подключка в сектор магии. Мгм. Оно А, считывается как колючка. мгм. Виктория, считай эфирное ДНК. Я ли это? Да, это ты. Спроси разрешения у меня потрудиться со мной и для меня. Ты разрешаешь. И руку протянула вот так вверх, и поднимаешься, в как вышла с этого пространства повыше. И пространство, разделилось. И ты так стоишь, вот такое черное, тяжелое, а ты сверху. Мгм. И ты так смотришь, оно сияет вот там. Ты стоишь так ногой правой, как бы с утрамбовываешь, стучишь по этому черному пространству, а рукой, Мгм. вот так тянешься в секторе принятия решений. Виктория, М. считаешь, к чему я тянусь в секторе решений? Так, то есть, нужно более конкретный вопрос, что там, где Что это находится в решение, секторе решений? где это Считай решение, информацию. которое, ну, какое это было решение? Ну, конкретно нужно задавать вопрос. Какое это Виктория, решение? считай информацию, к какому решению я тянусь. Так, я вижу там маленький ребенок, которого мама вот так закутывает. Она закутывает не в пеленки, а как будто такие ленточки черные. Мгм. Считай информацию, что это за ребенок. Это ты. Мгм. А мама — это кто, которая закутывает меня в черные ленты? Как твою маму зовут? Валя. О, да-да, это она. Считай информацию, что это за черные ленты, в которые она меня закутывает. Так, вижу, что получается как бантики вот такие. Вот здесь их много с правой Мгм. стороны. То есть ориентация, как бантики черные завязаны, и уходит ну вот портал открыт к интерферентам. Мгм. Я приказываю тем, кто находится в секторе Подожди, интерферентов, подожди, ну проявиться. не спеши.
Не гони Хорошо. лошадей. Надо сначала узнать, что за ситуация была на физике. Хорошо, считай информацию, что это за ситуация на физике. Виктория, зайди в тот момент, когда этот черный бантик впервые появился в моем пространстве, и считай, что в это время происходило на физическом пространстве. Так, я вижу, что мама ребенка закутала и отдает, и вот так вручает. Так, черная фигура. Считай, А кто папу это, как кому она твоего меня. зовут? Владимир. Так, сейчас я поговорю с мамой. Кому она отдает? Да, спроси у нее. Так, я вижу, что она отдает предпочтение. Она отдает предпочтение, а ребенку она выбирает мужа, его программы. Да. То есть идет выбор между ребенком и ее мужем. То есть в этот момент я слышу проигрыш, то есть тебя как будто считают проигравшей. Мгм. Считывается комплект неполноценности, то есть это заложена программа неполноценности. Вот. Мгм. Когда эта программа Я, впервые появилась? я вижу у Мгм. них разговор какой-то. Он достает что-то из шкафа, оборачивается, а ребенок она оставила ребенка на попечение отца на какое-то время, маленького. Мгм. Мгм. Вот. Вижу, он на кухне, он положил как будто бы или на стол, или коляску. Ну, короче, оно так высоко, как будто ребенок лежит. Да. Вот. И я вижу, как мамы нет, а отец меняет пеленки, вот эти желтые какашки. И он так, фу, пренебрежительно выбрасывает эти Мгм. пеленки, я вижу, эти какашки, уходит энергия к интерферентам. Мгм. Так, сейчас важно понять, какие программы, какие убеждения были тобой приняты. Да, Я считай вижу, информацию. да, что во-первых, ненужности, неполноценности и предательства со стороны матери. То есть ты чувствуешь разрыв, предательство. Мгм. И вот я слышу разрыв, чего-то разрыв. Считай информацию, чего разрыв. Я вижу, что идет такой образ, как будто бы вот так ты разрываешь какое-то пространство и туда ныряешь внутрь. Так, сейчас я посмотрю, чего. Разрыв целостности сознания и подсознания. Да. Вот, то есть нарушение внутреннего критика а, и заложена программа подчинения. То Мгм. есть как бы выбор без выбора. То есть ребенок, который вот буквально лежит на столе, чувствует свою несостоятельность, свой проигрыш, то есть своим Да. сознанием, взаимодействуя, подсознание не делает никаких выводов, оно просто как констатирует факты, как статист работает, записывает факты. Мгм. Рациональная часть делает вывод. Вывод этот был не в твою пользу тогда. Мгм. Я хочу изменить эту ситуацию, передать себе тогда маленькой о том, м, что ее любят. А, Кто ее любит? Я, во-первых, я люблю
Повторю, себя, первый да. Творец, мой истинный Отец, и живая Вселенная, моя истинная Мать. Да, я передаю информацию и говорю, что с тобой ничего не случилось, что вот это важный момент. То есть подсознание всегда делает, я вижу, а, как сканирует все и Мгм. раскладывает на две стороны: ложь и истина. Ложь и истина. Именно это и есть основа определения всего. И Да, это так работает, на этих принципах работает внутренний критик. Вот, и это утверждение, которое ты тогда приняла, оно ложное. да, я хочу его Оно не отменить. имеет значения сейчас, потому что ты живая, здоровая, состоятельная, ты сама управляешь своей жизнью. И все эти убеждения, они не имеют значения. Да. Я хочу эту Посмотри, информацию пожалуйста, да. передать, да, себе. И хочу соединить свое сознание и подсознание и убрать все негативные последствия того своего решения. Что ты хочешь убрать? Все негативные последствия. Ну, смотри, последствия уйдут, когда ты освободишь свой разум. Да, произошло. Я вижу, как из Да. этого портала ты вот так выходишь вверх, вот, и говоришь к этим программам родительским: это ложь. Да, это Ой, ложь. поразительно прямо. Да, ты говоришь: это ложь. И я вижу, ты поднимаешься вот так, свет появляется, поднимаешься вверх, и к этому антимиру буквально, так как 2 мира отдельных, такое черная подключка. А когда я смотрю на свет, я слышу всесвіт. Мгм. А когда я смотрю на эту черную, я слышу вселенная. Мгм. Виктор, рассчитай информацию, что это за черная подключка. Я слышу, это подключка к эгрегору мести. Я вижу, в секторе магии, отец. И, девочке, он маленькой, дает подзатыльник. Мгм. Вижу, Виктор, девочка пишет, да. как будто бы под каким-то таким, то ли под одеялом, то ли, ну, вот так, э, подавлено, и свет такой, раздавлен. Пишет дневник. Мгм. Вот эта ситуация, которую ты, описывала. Что Мгм. ты хочешь сделать? Я хочу отменить тот момент, когда меня выставили из комнаты, как бы, чтобы прочитать мой дневник. Я хочу запретить нарушать мои границы, как бы вмешиваться в мое пространство, убрать все программы жертвы из моего пространства. Так, хорошо. Одну секундочку. Я вижу, как, ослабевает эта зверюга. Сейчас я посмотрю, что это за энергии. Да, считаю Это и информацию. есть, энергии, я слышу, как, власти дьявола или мантикор. Ну вот, которые передались, через отца. Мгм. Есть какой-то контракт у меня с этим дихором? И я слышу, я вижу, как, ты, вот взяла своими руками и его бросила на спину и душишь Мгм. руками. И считывается, что ты передана была ему по какому-то предназначению или назначению. Так, давай посмотрим, когда ты впервые с ним, встретилась в твоем Да, пространстве. да, считаю информацию, когда впервые с ним столкнулась, когда он впервые
в мое пространство проник. Сейчас я вижу в твоем пространстве вот эти треугольники. Мгм. Вот. И подключка идет в сектор магии. Да. Читай А информацию, верхний кто в секторе магии. он считывается как психотерапевт. Мгм. А он не психиатр случайно? Это Дуйко. Нет, не было. Я не знаю, он там, Сейчас я неважно, как он посмотрю. себя называет. Психе, душа, вот. Он считывается, что он как разворачивает, выворачивает как бы душу наизнанку. И Мгм. вижу, что вот этот треугольник, который верхний, вот так стоит Мгм. пирамидкой вверх, Да. то там наоборот низ, нет низа, а сделано оно получается как звезда, то есть вогнутая. То есть это получается как пятиконечная звезда, Мгм. символ дьявола я слышу. Мгм. Считай информацию, как она влияет на меня. Я слышу утрамбовать, вот так. Мгм. И вижу, что оно как уплотняет эти темные энергии, Мгм. считывается, не дает вырваться на волю, на свободу. Виктория, И считай информацию. Есть ли какой-то контракт, по которому оно у меня в пространстве находится, этот символ? на первом месте, что у нас получилось, ты увидела это ложь, а это истина. Да. То есть это основа определения, что есть истина, а что есть ложь. То есть внутренний критик или способность считывания эфирного ДНК, то есть посмотреть в суть, в глубину вещей, основывается именно на понимании, что есть ложь, а что есть истина. Потому что вот Мгм. я вижу, как ты просто берешь эту колючую звезду, Мгм. колючка вот Мгм. эта, и Мгм. затаскиваешь сама своими же руками, вот, Мгм. которые ведут красные твои руки, как бы тянутся вот этими красными руками в сектор, из сектора интерферентов. То есть вот это Мгм. нужно посмотреть. И я смотрю и прям слышу глобальный инцест. Мгм. То есть нужно разобрать, что же это за эгрегор такой. Да. Считай, Виктория, информацию, что это за эгрегор. Так, я как будто бы поднимаю. Там оно накрыто таким черным. Что это за инцест? Да, считай информацию, что это Так, за я инцест. слышу прелюбодеяние. Я приказываю проявиться хозяину этого эгрегора Так, появляется в его пространстве. синяя энергия, синий цвет. Мгм. Считывается гипноз слова, НЛП-программирование по-нашему. Так, Мгм. кто хозяин этого? Кто хозяин этого гипноза? Считай информацию. Так, короче, там появляются какие-то мудрецы, какого-то типа Шаолини или что-то такого, в горе как будто бы внутри сидят. Мгм. Вот, какие-то мудрецы. Ладно, не будем на них останавливаться. Или остановимся? Это я Это все приказываю им принять ихнюю форму согласно ихнему истинному эфирному ДНК. И приказываем считывается отвечать, хранители кто тайн. они такие и Хранители что они тайн. делают в моем пространстве. О, хороший вопрос. Вижу, ты стоишь как из сектора миссии, и вот так держишь огромный меч острием к этой энергии, которая упала. Она была вот так, как будто как пантера напала. Мгм. А сейчас ты стоишь и вот так держишь
острием меча, и там такое искрение, как будто бы электрический разряд шипит вот так. Мгм. Мгм. Виктория считает, что я делаю острее меча, и что это за зверь? Так, ты удерживаешь, как бы прижала его. А что за зверь? А этот зверь, ну, это энергия или дух, а, который связан с этими мудрецами, хранителями тайн Шаолиня. Мгм. Так, знаем ли мы кого-то из этих тайных жрецов? Да, считаю информацию. Знаем мы кого-то из этих Ну, я жрецов? вижу, появляется дух вот этот Вильзевул. Мгм. Так, кто еще? Кто на физике еще? А кого мы знаем на физике А из на этих физике жрецов? появляется прямо шумная компания, считывается орда, орда насильников, орда. И вижу там и Илья есть. Мгм. Очень там шум такой, очень много народу. Так, сейчас Мгм. я как этот вообще, я так закрыла этот портал, Да, как это называется все? Сейчас я почитаю. да, считаю информацию, как это все называется. Они как будто закрыты в каком-то таком, как, знаешь что похоже? Сейчас я тебе скажу. Вот как мак, имеет такой маковая головка, да, Мгм. серая. Вот. Мгм. И я как закрыла, я увидела, ну, я считала вот это, а, как это маковая коробочка. Вот. А внутри оно считывается так: пространство, глубинных механизмов души. Мгм. Так, это во внутреннем пространстве, а во внешнем? Да, читаю А во информацию. внешнем пространстве я вижу, выходит этот дух, как будто какой-то, ну, я не знаю, огромная фигура, так туп, и вижу вот эти абьюзивные отношения, то есть это насилие, агрессия. Мгм. Ой, господи. Короче, корпорация монстров. Мгм. Ну, эти все эзотерики, маги, которые ковыряют, буквально вот как этот Дуйко ковыряет внутри эту душу, а это так не работает. То есть это как вывернуть наизнанку. Вот, теперь Мгм. понятно стало. Потому что в эфирном пространстве и в личном пространстве все работает таким образом, что человек ставит себе самую высшую цель и отдает как бы волю Вселенной, разрешает Вселенной сбыть его мечты, его желания. А вот Мгм. это ковыряние — это, как раз, путь в никуда. Так, это понятно. Кто хозяин этого эгрегора, кто создал эту конструкцию? Да, я приказываю проявиться хозяину этой конструкции, кто ее создал. Я слышу, дьявол, брехун. Ам, это как, одна из, мерностей, Мгм. сознания Вселенной. Да. Вселенная. Вселенная дьявола. Вселенная — это такое, ну, я слышу по-английски space или как пространство, Мгм. пространство души, потому что вся Вселенная — это душа. А когда я смотрю вверх, то я слышу всесвіт, то есть светло, свет. Мгм. А здесь все Мгм. есть лень. То есть основная как составляющая этого пространства — это лень. А что такое лень? Да, М, что такое лень, читаю. Отказ от развития, от вот этого отказ. И получается вот это
там это вот коробочка, Как маг. как маковая коробочка с этими черными семенами, и оно все такое, посмотрю, внутрь этих людей, которые ходят, и у них вот такое головокружение, они все как в тумане находятся. Мгм. Так, приказываю хозяина первичную основу и источник этого дурмана проявиться в нашем пространстве. Да, я приказываю проявиться ему в его пространстве. Появляется существо вот так, как руки или крылья, ноги вот так в растопырку. И яркий такой свет, его этот, как пиндер, почему-то очень яркий. Ну, он весь черный такой. Считывается как... Так, а кто, что, почему у него этот пиндер? И вот так он вниз. Да, Он считаем вниз, информацию. эта энергия, а потом вот так, как идет разрыв шаблона, я слышу, когда вырывается вверх. Мгм. Вот это эзотерика, это как раз и разрывает шаблоны подсознания или коны Вселенной для того, чтобы, а, я слышу, обесточить, отсоединиться от Всесвіту. Мгм. Виктория, считай информацию. Есть ли у меня контракт Да, я слышу с этим? наложить заклятие. Наложить заклятие на священную душу. Мгм. То есть я вижу, Это что я... это как контракт в контракте. Сейчас Так. это имеет отношение и к высшей миссии, и к этому моменту, когда ты принимала вот этот, а, оно считывается как геометрическая, как гипербола какая-то, вот эту Мгм. геометрическую штуку. Символ этот. Этот символ, да, и потом еще появляется другой символ. То есть расторгай эти контракты. Давай посмотрим Да, я конкретный расторгаю контракт все контракты. на, я слышу контракт на определение честности. Вот. Ну, я что говорила, где правда, где ложь, это я вижу. Мгм. Сейчас посмотри на этот контракт более Да, внимательно да. и Читай, выяви все какие эти, условия этого да. контракта. А На что я условия вот согласилась. такие: отдать живую душу. И это вот это, что я видела, этот пиндер, который светится, Мгм. он как раз это сила, которую ты отдала для того, чтобы а, они же тебя и гнобили. Мгм. А что было обещано мне по этому контракту? Обещана была защита, понимание. Я вижу, как вот этот символ, он внутрь, в глубину. То есть идет замещение живой души на, оно считывается как карикатура, то есть Мгм. изъян, карикатура, изъян, геометрическая подделка души. Мгм. Вот эти, то есть это матрица души, но управляемая сознанием антимира, сознанием дьявола, скажем так. Мгм. Этими Я хо тяжелыми программами. Да, я хочу отменить этот контракт, вернуть свою душу светлую, чистую. Отменяй, во-первых, твое решение вообще с этим дуйком принимать эти все Да, программы. Я вижу, как взаимодействовать, да, с вытаскиваешь. любой эзотерикой, магией, колдовством. Я все Вот. это отвергаю, отменяю. И какая-то как шланг, вот так, как буква М огромная, как шланг какой-то черный. Снимай это, типа защиту, снимай, Да, я все отдавай это ему, убираю со своего расторгай пространства. контракт. Расторгаю контракт, возвращаю ему всю его карму, призываю всю мощь кармы согласно законам Вселенной за обман, за ложь.
и отправляю его хозяев всех на суд нашей живой вселенной. Вижу, что ты стояла, как будто бы строгала вот с этого пиндера, который устремился к твоему будущему, а твое будущее– это будущее Вселенной, потому что наш разум, наша душа– это неотъемлемая часть или Вселенной Божественной, или это не Вселенная, это Всесвет, Мгм. или Вселенная, или антимир. То есть все есть лень и все есть свет. И ты вот это Мгм. Всесвет, вот это, которое устремилось, чтобы оно точно как пиндер вот выглядит. И ты вот так строгаешь эти черные энергии, и Мгм. эта Я все это убираю. энергия, да, то есть это получается сейчас буквально вот так оно, как на твоей энергии, которую ты дала этому пиндеру тогда, Мгм. выехали, они как, знаешь, как будто сели на поезд и примчались эти черные программы, черные духи. Ты их счищай и освобождай все твое пространство, забирай всю твою силу Да, я от забираю всю мою силу, всю сантимира. мою энергию чистую, все частички моей души, все возвращаю себе. Все чужеродное отдаю хозяевам этого всего. Да, приказывай этому дуйку забирать его же руками, Да, приказываю забирать всю своими его же руками ложь. да, всю его ложь, всю его воздействие, всю его магию, все и все последствия этого всего, все ему возвращаю, все пусть он забирает. Также хочу убрать из своего пространства все энергии лени, всю лень, всю извергнуть из своего пространства. Выходи из пространства Вселенной и заходи в пространство Да, Всесвета. света. Да, Выталкивай я это из твоего делаю. пространства. Ух ты заходишь как будто бы в солнце. Выталкивай, сжигай все чужеродные Да, все программы, выталкиваю, все энергии. сжигаю. Да, все чужеродное, все уничтожаю. Очищай все твое пространство. Ты проходишь сквозь, как будто солнце. Прямо я вижу эти протуберанцы, эту энергию ядерную. И ты Да. сквозь него проходишь так внутрь. Там как туннель такой есть. И я вижу, что ты выходишь, а там как будто тебя какие-то руки подхватывают. Что Сияние это за такое. И руки? тебя вот так обсматривают со всех сторон. А на тебе это как налипло черной энергии. Кто-то вот так Да, я все это убираю, все это сжигаю. все отпадает, как будто какая-то шелуха. Вот. Да, все И забирает уничтожаю. твое сознание с этих эгрегоров, с этой матричной маг этот снова Да. появляется. Мое Ам, сознание, мои частички души, Очищай мою энергию, все забираю. от этого дурмана, опьянения от этого, этой ложью, вытаскивай Да, от всего все освобождаюсь. частицы твоей души, все Да, негативное, все, что не соответствует высшим духовным конам Всесвяту, отправляй на аннигиляцию. да, все это делаю. Очищаюсь, освобождаюсь, восстанавливаюсь. Я очищаюсь, освобождаюсь. Я живая, свободная, целостная. Ты, я вижу, закрыла портал, посмотрела на меня, ты как-то присела, вот так как зажала этот портал, закрыла, и уходишь как в сектор миссии, и говоришь на меня вот так: "Виконька, мы пойдем с тобой вместе". Мгм. Да. И я вижу, как мы выходим, с такого пространства, поднимаемся высоко-высоко Да, поднимаемся и зашли в самый такое верх. пространство. Оно такое спокойное сразу стало, вот этих шумов, ничего уже нет. Такое Мгм. спокойное. И ты говоришь: "Это наш мир. Я тебе передаю, чтобы мы сейчас полностью отсоединялись от, безумного мира или Рима, вернее, антимира". Мгм. Антимир- это как Рим.
Управление зла. Вот мне что идет. Мир, а это как зеркальное отражение. Рим. И я вижу, что да, Рим — это как управление вот этим мантихором, то есть это система управления дьяволом, ну, Вселенную. А Вселенная — это как пространство души, общее пространство, управляемое вот этим антимиром, Римом. Э, здесь Всесвет, и здесь гармония и стремление все восстановить, исправить, как мы говорим, очистить. Все пространство Всесвету, оно устроено таким образом, чтобы все восстановить. И вот движение вверх. И ты взяла вот так этот меч огромный, который у тебя был, и в ножны запихнула себе. Интересно. Я хотела посмотреть, как тебя зовут, а ты вот так и ушла. Даже не попрощалась. Так, ну давай на сегодня закончим. Да, Интересненько. да. Да, Оставайся Виктория, там. да, отсоединяйся, Да. поднимайся максимально вверх, Отсоединись. Нужно так. Отсоединись от всех и отсоединись. всего. Отсоединись от всех и от всего. Да. Проверь свое личное пространство. Очисти от всего чужеродного. Закрой все порталы. Мгм. Наполняйся энергией жизни, любви, гармонии, радости, благополучия, молодости и достатка. Я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в физическую реальность, откуда я с тобой разговариваю, и будешь чувствовать себя великолепно. 1, 2, 3. Что интересно, то когда я уже выходила, я увидела, как этот сон, как я этого в машине, и прям такой хряп, открутила ему голову и вышвырнула. То есть мы сегодня поработали и 11, 11, 11. Да, это что такое? А это вот число. Я смотрю, сейчас 11 часов и 11 минут. Интересно. Так, интересненько. Это не просто так. А знаешь, я еще вот думала вот, на школу твою, ну, там вопросы готовила, и у меня один из вопросов был, что я вот всю жизнь вот прям в груди я чувствую такое, это вот тоска и одиночество. Вот прям вообще такое, прям аж физически это ощущала. И оно как бы в последнее время, оно чуть полегче стало. Это вот, но все равно думала, ну, как бы это просмотреть, почему, что, как. А сегодня именно прям оно именно прям именно прям так хорошо. Полегчало? Что? Я говорю, легче стало? Намного просто вообще как будто камень с души.